血落大陆，在太初空域早期便已诞生的强大势力。Все мы с нетерпением ждем фильма по аниме «Пожиратель звезд». Однако, кажется, он до сих пор не вышел, и в обещанную дату, 12 октября, нигде в сети не найти фильма «Континент Кровавого Ло». Так в чем же дело? Неужели нас обманула анимационная студия? И когда нам ждать обещанный фильм? На самом деле, недавно создатели аниме «Пожиратель звезд» выпустили еще несколько любопытных трейлеров. В них показали новый образ Ло Фена на континенте крови, а также многих новых сильных персонажей. Что касается даты выхода, то все честно со стороны студии аниме. 12 октября – это дата выхода фильма офлайн в Большом кинотеатре Пекина, причем в формате 4D. Можно сказать, это было целое мероприятие, посвященное аниме «Пожиратель звезд». Ох, как же хотелось бы тоже посмотреть этот фильм в 3D на большом экране. Итак, 12 октября показ успешно состоялся, и практически все зрители остались довольны. В соцсетях многие написали свои восторженные отзывы и мнения о фильме. Давайте рассмотрим их подробнее. Один из зрителей, который посмотрел фильм в кинотеатре, пишет, что весь фильм полон боевых сцен. В нем используются технологии 4D. Кресла зрителей раскачивались и поднимались в соответствии с происходящими сценами, а ветер помогал создавать атмосферу. Битвы Ло Фена были потрясающими. Кровавый континент Ло – это действительно весело. А второй пишет, что качество производства этого фильма достигло кинематографического уровня. В сочетании с эффектами 4D создается ощущение реалистичности и зрелищности, которое сложно передать словами. Сюжет этой части рассказывает о новом приключении Ло Фена, который сталкивается с большими вызовами в совершенно новом месте – на Кровавом континенте. Концепция сюжета довольно масштабная. Для преданных фанатов фильм все еще остается свежим и увлекательным, предоставляя высокую эмоциональную ценность за почти 2 часа просмотра. Да, как видим, в целом все остались довольны, а длительность фильма почти 2 часа, что очень радует. Теперь поговорим о дате выхода онлайн. Когда же мы сможем его увидеть? На самом деле официальной даты пока нет, лишь указан месяц, октябрь. Поэтому ждать осталось совсем недолго, и фильм выйдет как 3 больших эпизода, каждый около 30 минут. И это логично, что фильм не может выйти прямо сейчас, ведь в аниме битва гениев еще не окончена, и Ло Фен не одержал победу. В целом, Ло Фен отправился в Тайное Царство Абсолютного Начала сразу после того, как закончилась битва гениев Вселенной. Можно сказать, что это пространство является одним из 4 основных областей и занимает 2-е место, уступая лишь изначальной Вселенной. Почему Ло Фен не может попасть в эту область, сейчас становится понятно из последней серии. Ло Фен отправился в область Абсолютного Начала, а его целью стал один из ее континентов – Кровавый континент. Как видим, события фильма полностью следуют продолжению сюжета аниме. Этот континент крови был одним из первых появившихся в этой зоне, и можно сказать, что он является чрезвычайно могущественным. Здесь также много ресурсов, особенно уникальный кровавый кристалл, которого нет на других планетах. Важно, что этот кровавый кристалл не только способен укреплять тело человека, но и повышать его уровень культивации. Именно это и заинтересовало Ло Фена, который решил отправиться на этот континент, чтобы добыть достаточно кровавых кристаллов. Ло Фен только что прибыл, не зная ничего о континенте крови, и ему как раз нужен был проводник, поэтому он взял Нака в ученики, а затем начал его обучать. Нака действительно был талантлив, хотя и не так силен, как Ло Фен, но, по крайней мере, превосходил многих обычных людей. Он привел Ло Фена в место, где жил. Это был город Яньган, управляемый Ши Фэн Сюном и его братом. Яньган стал ключевым местом, потому что большая часть главы о континенте крови сосредоточена вокруг этого города. Когда Ло Фен прибыл в Яньган, он сразу же заметил, что город мрачен и подавлен. Оказалось, что причина в городском правителе, который угнетал жителей Яньгана. Ло Фен ради справедливости разобрался с ним. Кроме того, Ло Фен полностью сменил облик, точнее, надел новые доспехи – кроваво-красные боевые доспехи. На них есть энергетические устройства красного цвета, которые позволяют пользователю летать быстрее. Кроме того, доспехи оснащены устройством невидимости, позволяющим скрываться от врагов. Ло Фен действительно выглядит более властно. Студия до сих пор не объявила точную дату выхода фильма онлайн. Они лишь сообщили, что это произойдет в октябре. Основная причина в том, что театральная версия находится на стадии рецензирования, и, судя по последним новостям, фильм наконец-то прошел проверку. Поэтому в ближайшее время ожидаем больше информации о фильме «Пожиратель звезд».
Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам новый образ Ло Фена и его приключения на континенте крови. А также, хотели бы вы посмотреть этот фильм в кинотеатре на большом экране? Представьте, как круто выглядели бы битвы Ло Фена в 3D. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.